смотреть. Обрезала здесь. Сейчас приближается, я же слышу, знаешь, такое стерео. Ты бы хоть предупредила, что ты про жизнь будешь про тебя спрашивать. В этом и есть прелесть. То есть это же не интервью, это как раз, знаешь, как бы куда приведет. Опять же, наслаждаемся процессом. Процесс — это жизнь, результат — это смерть. Да. Всем привет! Вы на канале «Сила вдохновения». И сегодня наш творческий рехаб с Лилией Соболевой. Она автор канала «Что там в США?». Живет сейчас в Колорадо, сама из Харькова. Познакомились мы на курсах по ведению YouTube-канала. И с тех пор, уже около года, да, поддерживаем друг друга знаниями и опытом. У нее очень стремительно растущий канал, на котором, кстати, выйдет скоро мое интервью о книге. Сегодня выйдет, поэтому ссылочку я оставлю под этим видео. И мы стараемся хотя бы раз в неделю, где встречаться и поддерживать друг друга историями своего маленького, но успеха, потому что мы обе вдали от того, к чему мы привыкли, и мы внедряем творчество в свою жизнь, чтобы не грустить и чтобы развиваться и жить счастливо. Поэтому представься, пожалуйста. Всем привет! Очень рада быть здесь, Саночка, у тебя на канале. Меня зовут Лиля, я веду свой канал. Здесь, в Америке, я уже почти 2 года, живу в Колорадо. Жизнь изменилась полностью, как и у очень многих украинцев после 24 февраля. Но стараемся не унывать, стараемся идти к своим целям. И жизнь, она коротка, и хочется прожить ее максимально в удовольствие, несмотря ни на что. И как раз творчество в этом очень сильно помогает. Абсолютно согласна. А что для тебя творчество? Слушай, я знала тему нашего подкаста, я знала, что ты задашь этот вопрос. Буквально несколько дней назад хотела специально спросить своего брата, он у меня математик, причем такой серьезно увлекается математикой. Да, у нас есть такой шаблон, заложенный, опять же таки, как-то с детства. И я спросила у него, говорю: Никит, как ты считаешь, математики творческие люди? На что он мне отвечает: конечно, безусловно. Он говорит, как раскрылась моя творческое вот это понимание в математике. То есть он до высшей школы, до high school, до старших классов, он был очень посредний в математике. Говорит, однажды нам учитель сказал: готовьтесь, учите формулы, скоро у нас Олимпиада. Ну, он, естественно, забыл об этом. Они пришли в день Олимпиады, он ничего не подготовил, сел за уроки уже, то есть за процесс тестирования сам. Говорит, и тут я понял, говорит, не обязательно учить формулы, их можно вывести. То есть я сел, говорит, свел все данные, вывел эти формулы и решил эти тесты. В итоге получилось, он занял 1-е место и не сделал ни одной ошибки. И тут, почему я это рассказала? Потому что для меня творчество — это такой процесс создания чего-то нового. И вот этот пример, когда ты не слепо следуешь каким-то формулам, не слепо делаешь какое-то действие, заучивание, допустим, а садишься и просто пытаешься создать, скреативить что-то, неважно что это, математические формулы ты придумаешь, или ты рисуешь картину, или ты делаешь фотографию, или ты ведешь консультации, или вот просто идешь, прогуливаешься, наблюдая вокруг на прекрасность этого мира. Это все творчество, потому что ты что-то создаешь, ты думаешь, это процесс создания чего-то нового, да, по факту, путем твоего воображения и интеллекта, конечно же. Ну и опыта, и знаний, которые ты через себя пропускаешь. Поэтому творчество ворвалось в мою жизнь однажды очень стремительно, и после этого уже, наверное, я не представляю свою жизнь без творчества, без создания чего-то нового в каждом процессе буквально того, что ты делаешь. А как оно ворвалось? Смотри, я с детства не считала себя творческим человеком. Почему? Потому что я не умела рисовать. Мне казалось, если ты не умеешь рисовать, значит, у тебя руки с одного места, о каком творчестве может идти речь. Но проблема в том, что и математику я тоже не умела решать, поэтому оставалось только, знаешь, как говорили, гуманитарий. Был у меня пример, у меня папа юрист, и
У меня такая идея возникла, что я хочу стать юристом. Я отучилась в юридической академии и все это время работала в органах. Очень монотонная работа. Конечно же, я не могу сказать, что это не дало мне чего-то, это опыт, это классно, как минимум 2 крутых людей, которые остались в моей жизни. Это супер. Но 7 лет, знаешь, они были какие-то такие суховатые чуть-чуть в жизни, особенно если ты сравниваешь это с процессом следующим. То есть, когда родился мой ребенок, я ушла в декрет, и были попытки у меня найти что-то новое, найти себя. И когда этот процесс закончился успехом, я вместе с партнером создала свой маленький такой бизнес. Начинался он с хобби, потому что мы очень любили квест-комнаты и придумали построить свою квест-комнату. Потом это перерастало все больше и больше, то есть у нас были большие амбиции. Еще 7 лет, да, с 15 по 22 год мы занимались этим делом. Но я тебе хочу сказать, бизнес это в принципе творческий процесс, но если говорить постройка квест-комнат, его придумывание сценария, организация, маркетинг, сама постройка, то есть ты все время, ты каждый день делаешь что-то новое. Когда-то ты красишь, когда-то ты пишешь, когда-то ты за компьютером сидишь, и ты делаешь каждый день, он у тебя не похож на предыдущий. Бесконечный процесс творческий, да? Бесконечный, просто бесконечный процесс творчества, и при этом с максимальным удовольствием. То есть когда ты сравнил 2 жизненных процесса, 2 жизненных пути. Путь, кстати, да, вот знаешь, был момент, когда я очень любила смотреть бизнес-шоу разные, потому что развивалась в бизнесе, развивала себя, свои навыки, и я очень любила канал на ютубе Черняка, Big Money. Может, ты видела, слышала. И он каждому гостю задавал в конце такой, типа, быстрый вопрос. Путь или результат? Что бы ты выбрал? Что ты считаешь самым важным? Я тогда так смотрела, задумалась, думаю, блин, а знаешь, я такая горела своим делом, думаю, ну как, ну результат, это же да, то, к чему мы стремимся, вот у нас амбиции такие, мы хотим сеть, мы хотим франшизу, мы хотим, и думаю, да, наверное, результат, вот это, наверное, то, что бы я сказала. И ты знаешь, мой жизненный опыт, когда случилось это все, то есть когда в один день ты потерял все, ты переосмысливаешь очень многое. Вот за последние 2 года я очень хорошо усвоила урок, что путь важнее результата. Да, мы все стремимся к результату, безусловно, но остается в памяти у тебя именно этот путь, если ты не достиг результата, конечно же. Ну и результат путем, который тебе не нравится, длинным путем. Это тоже не есть хорошо. И по сути дела, когда ты смотришь на это со стороны, путь это и есть жизнь. Мы идем этот путь к результату, мы его живем. Это наша жизнь, проживая каждый день, мы идем этот путь. Соответственно, я думаю, путь важнее. Опять же, исходя из моего жизненного опыта. Когда результат достигнут ценой страданий, боли и всего остального, он уже потом не приносит удовлетворения. Абсолютно. Или он достигнут там в конце жизни, допустим. Очень много людей, которые на смертном одре, их проводили исследования, спрашивали, о чем вы жалеете сейчас больше всего. И что они говорили? Они говорили о времени маленьком, потраченном с детьми, о том, что я мало путешествовал, о том, что я мало прогуливался, о том, что я много работал. То есть они жалели о том, что они неправильно прошли этот путь. Ну, не то, что там неправильно, а что не так, как бы им хотелось. Не успели просто насладиться этим путем. Всегда думаешь, на пенсии, там, вот когда там дети вырастут. А этот день никогда не приходит. Да, февраль 22 года показал, что может все закончиться очень быстро, и никто не знает вообще, что будет завтра. Так может все измениться в твоей жизни, просто по щелчку пальцев. И я тебе хочу сказать, знаешь, в какой-то степени это, конечно, терапия прям сознания. Это абсолютное переосмысление, да, то есть когда ты живешь, проживаешь какую-то жизнь, ты идешь каким-то со своим целям поставленным, ты не останавливаешься, не сдаешься, куда-то двигаешься, и тут ты берешь рюкзачок маленький и просто уходишь. Вдаль. Уезжаешь. И переосмысление серьезное происходит.
в этот момент. Все эти, знаешь, квартиры, машины, имущество, какие-то, все абсолютно уходит на второй план. И я думаю, очень многие задумались о чем-то более серьезном. Поэтому на твоем канале ты любишь показывать ваши приключения. Ну, это моя мотивация на самом деле, да. А что для тебя вдохновение? Что тебя вдохновляет? Это вдохновение, это мотивация моя. Что вдохновляет? Я люблю людей. И меня люди очень вдохновляют, действительно. Особенно успешные истории. Если мне совсем грустно, я могу включить YouTube, какие-то успешные истории, допустим, людей, которые достигли чего-то в Америке, и я получаю максимальную дозу вдохновения, мотивации. Я знаю, что если кто-то смог, значит и я смогу. Меня вдохновляют люди, которые вокруг меня, опять же такие, тоже, которые такие же люди, но которые сделали то, что я не могу сделать. Это невероятно круто, я не знаю, я люблю показывать эти истории, я люблю смотреть их, я люблю ими вдохновляться. Люди — это круто. Круто иметь вокруг себя тех людей, с которыми интересно, с которыми есть о чем поговорить, которые понимают тебя. Это так одно из ценностей нашей жизни. Путешествия очень вдохновляют меня. Буквально недавно у меня был такой небольшой застой в Ютубе, я немножко выгорела, все мы знаем эти процессы. И тут нас друзья приглашают на путешествие в штат Юта, а это, между прочим, первый раз, когда мы за пределы штата ездили. Мы по Колорадо хорошо поездили, мне нравится наш штат безумно, но я не ожидала, что Америка может быть настолько другой. Ссылочку, кстати, мы тоже оставим в описании. Посмотрите, вообще, как на Марсе побывала, действительно. Это очень вдохновило меня, реально. Я вижу это даже по своему монтажу, по своим съемкам. То есть, когда ты едешь вроде бы на отдых, ты понимаешь, чтобы снять видео, сколько нужно смонтировать, то есть сколько нужно снять. То есть мы ездили всего лишь на 2 дня, у меня была забита камера съемками, телефон мужа, я у друзей там взяла с телефона какие-то видео. То есть меня это очень вдохновило, смотивировало. И дальше вот я чувствую прилив этой энергии благодаря путешествиям, казалось бы. Вот. Эмоции, собственный опыт тоже вдохновляет меня. Тем более это была не просто прогулка, да, какой-то хайк, это же экстремальный такой был. Да, это же был оффроуд, это экстремальный вид спорта, это очень большой выброс адреналина происходил, это, кстати, тоже очень круто. Мой муж, он вообще зависим от этого чувства, от чувства адреналина. Я такой, знаешь, средний юзер, то есть я люблю, классно, я люблю вот этот всплеск, но мне иногда вот достаточно одного раза. Вот, но есть люди, которых адреналин прям вдохновляет очень сильно. Расскажи, что тебя вдохновляет. На сегодняшний день, помимо того, что ты перечислила, да, там природа, люди, эмоции, новые места, меня вдохновляет вот чувство безграничных возможностей, которые я не видела до этого в силу разных обстоятельств, в силу каких-то действительно ограничивающих убеждений, которые у меня в голове сидели благодаря, многие были воспитаны в советское время, что того нельзя, этого нельзя мечтать, нельзя думать, творчеством нельзя зарабатывать, и где родился, там и пригодился. А когда ты оказываешься в стране, где вроде все тоже точно так же там работают банки, работают магазины, но все по-другому, это, безумно вдохновляет. Я вот как раз вчера задумалась, вот, что есть такого в Америке, да, чего нет в Украине. И даже вот комплекс, да, вот у нас комплекс, например, целый большой, огромный жилой комплекс. И здесь вообще нельзя курить ни на территории, ни в домах, ни в квартирах, потому что у меня тут из духовки чуть-чуть дым пошел, так сигнализация кричала. Это везде, по-моему, здесь в Америке так. Нет, как везде, не везде, там, где мы жили до этого, везде Америка большая, вот, поэтому можно найти, Америка можно большая, найти все, что угодно. Тут тоже, ладно, о плохом не будем, про беременную девочку в 14 лет в лучшей школе Калифорнии я тоже не буду говорить, здесь есть
ну, уже сказала, здесь есть все, и наркотики, и алкоголь среди подростков, да, и Сан-Франциско наполненное там бомжами, все, но параллельно есть какие-то вещи, допустим, мы снимали квартиру, здесь месяц бесплатный дали. Депозит совершенно маленький, там $250, да, хотя все говорят, ой, депозиты, там как, так сложно снять квартиру. Мы нашли в великолепном комплексе, это не льготные условия, это условия для людей, чтобы они могли переехать, адаптироваться и так далее. Это сплошь и рядом. Напротив нас более такой дорогой комплекс, так там вообще 80 дают на переезд, на все, то есть бесплатно. И как это? Я работала в недвижимости 11 лет, в смысле что-то бесплатно. Вот. Поэтому это какие-то нюансы. То есть меня вдохновляет то, что очень много всего можно сейчас изучать. Столько красивых штатов, хочется действительно путешествовать. Да. У нас с Амалией вообще мечта, мы хотим по всей Америке проехать, потому что она Слушай, такая... ну это, я думаю, мечта каждого, кто живет в Америке, потому что, ну, Америка настолько большая, здесь каждый штат это как отдельная страна. У меня вот брат, он сейчас поступил в Техас на магистратуру, они ездили вот первый раз в Остин с родителями, и они приехали просто такие вдохновленные, и мотивированные. Я как бы уже тоже собираюсь. Как минимум на выпускной через год, может раньше мы точно съездим в Техас. Да, ну про Аляску ты много мне рассказывала, это вообще мечта попасть, там ты уже там была, это вообще Да, супер. Аляска, конечно, очень. И Калифорния. Я, конечно, первое время плевалась ужасно от Калифорнии, мне вообще все не нравилось. Это сплошное разочарование, потому что мы о Калифорнии судили, ну, из фильмов, там, не знаю, там, Беверли-Хиллз или еще какие-нибудь. Теперь я понимаю преимущество расположения. То есть мы живем в так называемой Bay Area, где-то полчаса на метро от Сан-Франциско. И если ты едешь в Сан-Франциско, там в основном всегда прохладно, туман. Ну, не как Лондон, конечно, но очень часто бывают и туманы, и прохладно, ну, и океан холодный. Допустим, если поехать в сторону Мексики, да, это тоже Калифорния, там Сан-Диего, это уже тепло, или там Лос-Анджелес где-то посередине между Сан-Франциско и Сан-Диего. Если чуть-чуть там выше в сторону Невады, там снег недалеко тут, то есть 2, 3, 4 часа и совершенно кардинально другая погода. Вот. Тут пальмы, тут может быть снег, тут теплый океан, тут холодный. И вот это вот, конечно, разнообразие всего, вот это какое-то изобилие безумное, и оно порождает в голове столько желаний, хотя Украина тоже очень красивая, и мы с подругой, с друзьями очень много путешествовали по Украине, она безумно красивая, и Карпаты, и Крым, и все на свете, и очень мы любим путешествовать, и Одесса, и там все, я могу перечислять бесконечно, но именно такое разнообразие всяких, опять же, горы красные, горы белые, горы зеленые, у нас тут вот холмы вокруг. И еду, думаю, господи, я в каком-то фильме живу. Тут холмы, пальмы, красота, в общем. Поэтому, да, меня вдохновляет безграничное количество возможностей, которые есть у людей. Не потому, что мы там живем в Америке, а кто-то нет. На самом деле, это что же, всегда вопрос выбора. Что человек себе позволяет, то он имеет. Да, я соглашусь с тобой. Америка — страна безграничных возможностей. И, конечно же, несмотря на то, что путь, я считаю, важнее, но результат тоже должен быть. И к нему нужно стремиться, нужно ставить цели, нужно идти, нужно не опускать руки, нужно мотивировать себя, нужно развивать в себе вот это творческое, потому что только через творчество мы можем на самом деле дойти до результата. Вот как бы еще что мне хотелось сказать. То есть не применяя творчество, а значит не применяешь никаких новых действий в своей жизни, а значит включаешь рутину бесконечную. Я уже не представляю жизнь в рутине ежедневной. Даже сейчас, когда меня поглощает эта рутина, конечно же, в жизни каждого человека это может быть, я чувствую упадок сил, и я сразу что-то меняю. Ты это знаешь очень хорошо, мы с тобой часто созваниваемся, когда вот этот процесс, все, нужно менять, нужно двигаться, нужно записывать новое видео, нужно делать какой-то новый проект, нужно какое-то обучение обязательно купить, пройти. Я обожаю, я фанат. Я фанат обучения. Сейчас я обучаюсь фотошопу.
Для меня раньше это был вообще какой-то, я не знаю, неимоверный процесс. Сейчас уже потихоньку лучше. Я сейчас хочу на лето сделать несколько фотосессий. Жалко, я далеко, но может я Да, мы с тобой пофоткались. Ну, у меня есть в планах приехать в Колорадо когда-нибудь. У меня там Нет, есть... Колорадо не менее прекрасно. Я знаю, я была в 2019 году, мне очень понравился этот штат. И я рассматривала штат Колорадо или поехать в Нью-Йорк, но оказалась на Аляске, потом в Калифорнии, но суть не в этом. Я хотела спросить тебя, какое место сейчас в твоей жизни занимает творчество? Чем ты занимаешься таким творчеством? Самое основное. Самое основное место в моей жизни. Я до переезда в Америку я начала заниматься видеографией еще. То есть это было мое хобби. Фотографировала я вообще лет с 16, наверное. То есть у меня родители на окончание мне школы, по-моему, подарили профессиональный фотоаппарат, потом я его уже поменяла, у меня все время была хорошая техника. Ну, так как у меня в моей жизни был бизнес, другие задачи, это никогда не выходило. Ребенок. Да, это никогда не выходило на профессиональный уровень, то есть я делала это больше как хобби мое. И сейчас, когда я переехала, я думаю, понятно, что сложно было собрать мысли вообще в какую-то кучу, то есть, если честно, мы думали, что это будет сильно маленький период времени, то есть сначала я вообще уехала в Испанию, мы думали вернуться, что вот-вот. Потом у меня родители в Америке живут, они приглашали в гости, тем более появилась такая возможность, но мы думаем, пересидим еще чуть-чуть у родителей. И когда приехали сюда, я не сразу начала искать какое-то занятие. Буквально сразу, что я сделала, это завела YouTube-канал через сколько-то месяцев, просто чтобы не сойти с ума. Только чтобы благодаря этому творчеству проявляться немножко, то есть делать свое любимое дело, хобби свое, монтировать видео, снимать. То есть мне этого просто хотелось, чтобы поддержать свое ментальное, моральное, я не знаю. А вот сейчас я уже понимаю, спустя почти 2 года, что пора бы развиваться в каком-то направлении. И почему бы не делать то, что ты любишь, не сделать это своей профессиональной деятельностью. То есть сейчас я развиваюсь как видеограф, фотограф. Как фотограф это для меня вообще первые шаги, скажем так, потому что, да, я любила фотографировать, но, опять же таки, это не только нажимать на кнопочку, это очень большой процесс, это и обработка фотографий, хочется делать это хорошо, и техники очень много нужно купить, то есть это еще инвестиция, вот уже есть свет профессиональный, есть профессиональная камера уже, микрофоны, стабилизаторы, то есть это тоже не так просто, что взял и начал. И вот процесс сейчас обучения, познания и становления как фотограф-видеограф, не знаю, куда меня заведет этот путь, но я надеюсь, что не только путь будет приятным, но и результат. Я уверена, зная твой даже не перфекционизм, а уважительное отношение к любым процессам. Я знаю, что я люблю и твой канал, твои видео, твое отношение к качеству материала. И не то, что там я так не умею, у меня... Но вопрос в чем? Вопрос в том, на что ты делаешь фокус. Вот и все. То есть то, на чем мы фокусируемся, то и улучшается. Когда ты фокусируешься на определенные вещи, нужно понимать цель, зачем ты это делаешь. То есть, да, когда это хобби, это одно. То есть ты в каком-то процессе, да, ты на хобби не можешь потратить все свое время, все свое внимание. Но когда это становится сейчас важным процессом твоей жизни, от этого зависит процесс жизнедеятельности твоей семьи, то, конечно, нужно более фокусироваться. Хотя я не могу сказать, что это просто. Я сталкиваюсь с моментами и депрессий таких легких, и отсутствие какого-то результата меня может демотивировать. И не забываем, что мы живем в Америке, тут нужны деньги, здесь и сейчас, не там где-то в перспективе, а сегодня, чтобы заплатить за счета какие-то, то есть приходится, да, и подрабатывать. То есть приходится находить какие-то пути. Но здесь очень важно, мне кажется, не предать свою мечту, да, вот как раз то, о чем мы с тобой говорили на канале, это то, что вот ты захотела сделать книгу, ты захотела стать писательницей здесь, в Америке, ты издала уже на сегодняшний день 2 книги, они у меня есть, между прочим.
Вот, и ты очень большая молодец. Мне кажется, именно таким путем и нужно идти. Фокус, действие, анализ, следующее действие. Сфокусировалась на цели какой-то, сделала, однозначно неправильно сделала, проанализировала это действие, исправила ошибку и сделала еще раз. И в этой всей цепочке, наверное, важна дисциплина, сила воли, ну и энергия внутренняя. Вот как только теряется вот эта энергия, все, я знаю, руки опускаются. Ты ничего дальше не хочешь делать. Хочется лечь на диван, сказать: не трогайте меня, я буду смотреть в потолок неделями. У меня такое состояние тоже бывает, состояние апатии абсолютной. Но помогает творчество. Ты же знаешь, как никто. Включается тумблер вдохновения и Мы с мотивации. тобой, да, созваниваемся, и ты видела меня и в таких состояниях. Да, Мы тоже. все люди, я тоже не все время улыбаюсь. Разговаривали недавно с клиенткой и по поводу поплакать. И я считаю, что слезотерапия очень важный элемент в жизни каждого человека. В последнее время нам помогают новости плакать все больше, но когда ты плачешь по другим поводам, да, это прям иногда кайф, там, посмотреть какую-то романтическую комедию или послушать песню из юности, да, и там включается тумблер, сразу слезы, и непонятно, слезы радости, счастья или жалости к себе. Я люблю и поплакать, и посмеяться. Может, поэтому я люблю смеяться, потому что у меня вот в этом гармония. Да, нужно найти свои ключики. У каждого человека на самом деле есть свои ключики, то есть нету, мне кажется, универсального метода. Вот я точно знаю, что мне нужно утром идти на пробежку. То есть если я уже докатилась до состояния апатии, мне вообще нельзя допускать такое, потому что это очень такое жесткое состояние, с него сложно выйти. Ты перфекционист, ты если делаешь что-то, делаешь глобально. Если депрессия, то глобально. Да, точно. Получается, вот я знаю точно, мне нужно идти на пробежку. Я бегаю почти каждое утро. У меня даже был свой челлендж. 365 дней бега подряд. То есть, выдержала? Да, не выдержала, я бы выдержала все. Я очень серьезно отношусь и к челленджам тоже. Это было 23 февраля, последний мой день бега был. 200, по-моему, 200 какой-то день. Да, я каждый день выкладывала сторис с бегом и с номером дня. Это было очень интересно. Это, конечно, привыклась, и я хочу сказать, что за этот период у меня точно не было депрессии и апатии. Никогда. Не только бег на это влиял, в целом образ жизни, но не суть. То есть я знаю свои ключики. То есть мне нужно пойти на пробежку, мне нужно побыть одной обязательно, мне нужно заварить кофе, побыть, посмотреть что-то вдохновляющее, творческое, мне нужно обязательно сходить на прогулку еще, можно на медитацию утреннюю съездить. Я не знаю, в какое-то супер красивое место, это очень наполняет. И дальше буквально сразу нужно наметить какой-то проект, какое-то действие. То есть съемка нового видео, какую-то там фотосессию для меня. То есть для меня сейчас творчество, вот, оно крутится вокруг вот этих процессов. И они меня однозначно спасают. Ну или вот такой поддерживающий звонок коучинговый с Анной Будяк, почему нет, тоже помогает. Ну, я тебе всегда рада. Вот на языке вертится просьба или вопрос. Если, допустим, пофантазировать, и я бы тебя попросила придумать челлендж, да, который поможет тебе сейчас творчество твое, в твоей сфере, да, усилить, улучшить, масштабировать. Что бы ты себе придумала? Вот маленький челлендж на каждый день. Ну, это интересный вопрос. Сложно так сказать, прям сходу. У тебя есть несколько секунд подумать. Слушай, я не знаю, как челлендж, но все равно есть какой-то проект в голове. То есть, мне кажется, как минимум нужно не отступать от него, как минимум нужно не сдаваться делать. Маленькие шажки вот к этому результату, да, там маленькое видео или там что-то вот из того, чему ты сейчас учишься, или что-то из того, что ты сейчас готовишь, или где развиваешься, чтобы маленький кусочек проявлять в свет. Я поняла. Да? Слушай, если говорить про достижение успеха, я думаю, это однозначно повышение своих собственных скиллов и насмотренность. То есть если говорить обо мне, если бы нужно было придумать все-таки сейчас и очень быстро, это, наверное, ежедневно 1 час посвящать обучению маленькому скиллу какому-то, возможно, отработке его и просмотру того, чего бы ты хотел
как бы ты хотел делать. Ну, то есть просматривать работы постоянно, другие, вдохновляться работами, опять же таки, фотографов, видеографов, то есть какие-то видео-фотоработы, и стараться понять, как это сделано, и попробовать этому научиться. То есть и каждый день повторять этот процесс бесконечно. Создавать новые нейронные связи, да? Да, новые нейронные связи, да. И вот этот час уделять этому. Возможно, что-то создать сегодня в этот час. Завтра в этот час, возможно, посмотреть, что бы тебе хотелось, потому что не каждый скилл можно понять за час. То есть, возможно, завтра найти то, что ты не мог делать до этого, и попробовать научиться это сделать. И каждый день монотонно вот час к этому идти, допустим. Вычислять недостающие пазлы, того, чего тебе не хватает, для того, чтобы создавать вот, как бы идеальную картинку. Да, и каждый день думать об этом, работать над этим, и вот какой-то магический час делать. Магический час для улучшения своих возможностей, да? Да. Я тебе желаю, чтобы, несмотря ни на что, после пробежки ты в течение дня могла себе выделить этот час. Да, на самом деле это возможно, да, абсолютно. Из 24 часов 1 час для себя, любимой, для того, чтобы улучшаться. 100%. Да, и кайфовать больше от того, что ты делаешь. Это, я считаю, что разумный вклад и инвестиция в свое будущее. Было приятно с тобой очень поговорить. Спасибо большое. В таком формате, да, мы встречаемся впервые, и мне очень нравится с тобой разговаривать о творчестве, потому что ты такой целеустремленный человек, и вот я когда разговариваю с тобой, я понимаю, что вот тут все получится. Если я там начинаю, не знаю, после разговора с тобой я понимаю, что четкий план, все решается, все. Мы просто друг друга мотивируем, друг друга дополняем, поэтому у нас матч такой произошел. Ну да, особенно Спасибо по поводу большое. YouTube-канала, да. Я тоже очень рада всегда поговорить. Творчество — это тоже такой широкий процесс, наверное. Я желаю каждому зрителю пустить творчество в свою жизнь, сделать его и не отпускать, да, сделать его каким-то масштабным и благодаря ему создавать новое в своей жизни, достигать каких-то небывалых высот и не иметь просто границ в своем воображении ни для себя, ни для пределов своего творчества. Спасибо большое. Да, творите и вытворяйте. Все ссылки на канал и на последние видео канала «Что там в США» я оставлю под этим видео. И, пожалуйста, дайте знать, если вам нравится формат таких бесед. И если какие-то есть вопросы к Лиле про ее деятельность, тоже оставляйте в комментариях. С удовольствием или я, или Лиля ответим. И конечно, я люблю отвечать на комментарии. На наших каналах. Все. Пока. Да, спасибо большое. До встречи.